Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как украсить игрушку павлином, ну или наоборот павлиной игрушкой. Сегодня покажу, как задекорировать, как приклеить перья и как закрепить павлина на заготовке. И отвечу сразу на вопрос. Сначала подклеивать стразы, делать декор или приклеить перья. И я всегда делаю сначала стразы, потому что если я приклею перья и потом буду сверху работать клеем, то перья будут мешать и приклеиваться. Поэтому начинаем работу именно с декора самого павлина, самой заготовки. Второй вопрос, какой клей я использую? Я использую универсальный клей Ohu Power и для удобства переливаю его в аппликатор. Здесь у меня разные стразы. Размера сегодня не буду уже говорить, говорила в предыдущем видео. Я наношу клей и беру страз, подклеиваю. Обычно я делаю это на одну сторону и на вторую сторону добавляю маленькие стразы. Конечно, там, где побольше места, я добавляю, я приклеиваю посередине, но вот здесь вот так. Сейчас подклеим вот здесь, где побольше. Покажу, как подклеиваю. Я беру одну, немного на бок, так лучше смотрится. И теперь заполняю все вот эти места стразами поменьше, чтобы не было пустых мест. Здесь у меня на столе рассыпаны, и поэтому я подбираю и смотрю, где что мне надо подклеить. Если мне не нравится, как здесь остается пустое место, я добавляю еще клея и подклеиваю вот эти маленькие стразы. Это, по-моему, у меня там 8 номер. И продолжаю работу. Следующее. Здесь у меня одна будет. Здесь уже по ходу работы вы смотрите, что куда добавить. И если надо что-то где-то подвинуть. И продолжаем работу. Хвост я украсила, и теперь надо вот здесь хвост украсить. Я вот так вот наношу много-много клея, размазываю его просто. И здесь у меня будут вот такие вот стразы. Тоже я уже с ними работала. Кто со мной на канале, уже их видел. И вот так украшаю хвост. Вот что получается. И вот на крыло я сюда подклею вот такой большой камень. Нанесу клей, подклею камень и дам ему закрепиться. И здесь я буду украшать вот этими же стразами, которые у меня были. Здесь уже кому как удобно. Главное закрыть как можно больше поверхность. Вот. Я использую один камень вверх, другой вниз. Можно использовать любые стразы, любые камни, которые у вас есть. В предыдущих видео я показывала, где я там использовала большой камень. И заполняем вот так поверхность.
Ну и теперь здесь уже заполняю все вот эти отверстия, чтобы их не было видно. Здесь уже подбираю стразы, которые мне подходят по размеру. Просто наношу клей и уже подклеиваю. Где больше, где меньше. Здесь уже все подбираю. И продолжаю работу. Мой павлин подсох, и прежде чем приклеивать перья, я приклею бантик на шар. Бантики мы уже умеем делать. Обычно бантики я делаю, и вот эти края я оставляю чуть длиннее, подрезаю уже, когда приклею бантик. Наношу клей. Я наношу достаточно много клея, и бантик сажу сверху вниз, чтобы весь ненужный клей не сюда выскочил, а ушел вниз. И даю закрепиться. Теперь сразу на игрушке лишнее я подрезаю и обрабатываю огнем с одной стороны и с другой стороны. И вот что получается. Так как здесь у меня павлин будет, вот эти края я затем склею, чтобы они вот смотрелись. Хотя можно это сделать и сейчас. Чуть-чуть клея вот сюда наношу и подклеиваю. Это именно потому, что павлин будет, и чтобы бантик смотрелся более... Так, не подклеилась, не зацепила. Чуть-чуть выше. Вот так вот. И подклеиваю. И даю закрепиться. И теперь, когда я сюда приклею павлина, вот здесь уже получается бантик вместе соединенный и очень красиво смотрится. Подбираю перья, и перья вот имеют свой изгиб, поэтому я подбираю именно вот чтобы изгиб был вовнутрь с этой стороны. Лишнее подрезаю. И с лицевой стороны вот так примеряю, смотрю, как смотрится. Теперь переворачиваю, смотрю, куда мне надо нанести клей. И прямо вот так вот беру и немного размазываю. И подклеиваю перо. Затем снова переворачиваю на лицевую сторону. Примеряю с лицевой стороны следующее перо. Именно с лицевой стороны. Если оно слишком длинное, подрезаем. Переворачиваю, смотрю, где мне надо нанести клей. Стараюсь подклеивать все. И приклеиваю перо. Слишком много перьев не надо, иначе получится просто одни перья. И теперь уже в середину начинаю подбирать перья, где более пушистые, менее пушистые, чтобы заполнить все вот эти пустые места. Вот вы видите, тут у меня перо изгибается, не совсем красиво смотрится. Значит, беру другое. Вот здесь, мне кажется, еще чуть-чуть добавить надо. Здесь добавляю так, чтобы хвост вот такой был овальный. Это уже каждый смотрит, как ему больше нравится. Можно наносить клей на перья, только надо очень аккуратно. И подклеиваем.
Подклеиваем так, чтобы перья не торчали. Я имею в виду, они были закреплены до конца вот хвоста, чтобы они не болтались. Подбираю следующее перо. Вот эти кончики отрезаем. Лучше наносить клей вот так вниз. И все вот так подклеиваем. И продолжаем работу. Если вы вдруг приклеили перо и оно вот так вот отходит, отодвигаем. И вот эти нижние части подклеиваем. И теперь нанесли клей и сверху, чтобы все было приклеено. Как я говорила, чтобы перья не болтались. И покажу еще одну свою идею. Изначально у меня была идея украсить шары вот такими цветочками. Ну, возможно, чуть позже я сделаю, но пока цветочек отложу. И приступим к павлину. Вот вы видите, мне буквально хватило 5 перышек, и хвост вполне смотрится пышным. Теперь я беру шар и отодвигаю свои бантики в сторону. Беру павлина и сажаю его вот так. Вот здесь есть такая выемка, чтобы он прямо сел на этот шар. Вот он прямо садится на него. Вот как это выглядит. Примеряю. Если меня все устраивает, сейчас буду приклеивать и пришивать. Да-да, именно и приклеивать, и пришивать, чтобы уже было надежно. Я наношу очень много клея вот сюда. Это место, где павлин у меня будет подклеен полностью на клею. Вот, очень много клея. И вот прямо сюда его сажаю. И прижимаю, даю павлину закрепиться. Теперь я беру нитку с иголкой и буду пришивать вот эти ножки. Я прячу узелок где-то вот здесь, надо спрятать. Здесь неудобно подлезать, но будем как-то действовать. Сначала я просовываю иголку. Вот здесь главное не зацепить все бантики. Все это вот так отодвигается. Пинцетом. И вот сейчас, ну, как всегда, ниточка запуталась. Нитка закреплена. И теперь вот ножки вот здесь надо закрепить. Теперь я также аккуратно беру, бантик убираю. Снова иголку пинцетом, чтобы не зацепить бантик. И все это прошиваю. Здесь и перья, и все, поэтому надо очень аккуратно, чтобы не зацепить. Вот, петелька моя зацепила ножки. Затягиваем. Еще раз. Так, перышки убираем. Затягиваем петлю, одеваем ее на ножки павлина. Вот. И так прошиваю несколько раз. Одну ножку и вторую ножку. И еще покажу, как закрепить нитку. Вот берем, делаем вот такую петельку, придерживаем ее и иголкой просовываем. Вот сюда. И петлю теперь затягиваем. Несколько раз. И затем я подклею клеем, чтобы нитка заклеилась. Вот ножка пришита, и затем я здесь украшу, чтобы все это скрыть. И пришиваем вторую ножку. И теперь, чтобы скрыть это все, я подклею небольшие стразы. Наношу клей. Так, что-то клей у меня не выходит. Вот, все есть. Даю клею немного закрепиться. Тем временем закрываю тюбик и подклеиваю
Вот украшаю все это маленькими стразами. Можно перышки подклеить, можно еще что-нибудь. Я решила стразики. Так, еще вот сюда добавлю чуть-чуть клея. И вот что получается. И здесь я решила еще добавить еще несколько страз, чтобы это смотрелось более ярко. И немного вот закрыла все вот эти отверстия. Наношу клей и подклеиваю. Я когда делаю несколько работ сразу, то стараюсь все это делать одновременно, чтобы у меня все получалось одинаково. Так, где у меня еще стразы? Вот они. Вот, когда надо, не найти. И так продолжаю работу. И вот что в итоге у меня получилось. И мне очень нравится полученный результат. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. И если у вас есть какие-то пожелания, чтобы я что-то сделала, напишите мне в комментариях. И при первой возможности я обязательно покажу, как сделать. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.